Друзья, всем привет! Готовлю знаменитый французский торт фрезье в кето-варианте с нежным миндальным коржом, пышным сливочным суфле из маскарпоне и сливок. Для декора я использую свежую клубнику, которая великолепно дополняет вкус этого десерта. Торт подходит для всех, кто не употребляет муку и сахар, либо ограничивает углеводы в своем рационе. Кето-торт фрезье – это настоящий праздник на вашем столе. Готовится очень просто и быстро. Обо всех особенностях рецепта я расскажу в данной публикации. В воду добавляю желатин, тщательно перемешиваю венчиком. Оставляю на столе, чтобы желатин набух. Для теста в яйцо добавляю подсластитель и вымешиваю миксером, чтобы подсластитель основательно вмешался в яйцо. В качестве подсластителя я использую аллюлозу, но вы можете использовать иной органический подсластитель, например эритритол или фитпарат. Добавляю растительное масло, перемешиваю недолго миксером. Добавляю муку и разрыхлитель, перемешиваю миксером, чтобы получилось миндальное тесто. В форму для выпекания с выстеленной пекарской бумагой выкладываю все миндальное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Свежую клубнику нарезаю вдоль ножом на половинки. Выпеченный бисквит оставляю на решетке до полного остывания. Дно формы, в которой выпекался корж, обтягиваю пищевой пленкой. При отсутствии пищевой пленки застелить можно тонким пакетом. Устанавливаю разъемное кольцо и фиксирую дно формы в кольце. Для приготовления крема маскарпоне рекомендую добавить ванильный экстракт. В маскарпоне добавляю подсластитель и недолго перемешиваю миксером. Очень важно долго не вымешивать, чтобы сливочная основа не отслоилась и не выделилась сыворотка из сливочного сыра. Вливаю холодные сливки и перемешиваю ручным венчиком до однородности. После вымешивания сливочная основа напоминает жидкий йогурт. Прокладываю внутри формы дополнительно ацетатную ленту. Выкладываю клубнику по периметру формы, прикрепляя ее срезом к ацетатной ленте. Набухший желатин растопил до горяча. Я растапливал в микроволновой печи. Вы можете растопить просто на плите. Горячий желатин вливаю в сливочную основу и тщательно перемешиваю венчиком, чтобы желатин полностью вмешался. Вливаю сливочную основу в подготовленную форму с клубникой. Сверху выкладываю миндальный корж. Немного фиксирую в суфле, форму с тортом убираю в холодильник. После холодильника извлекаю разъемное кольцо, снимаю ацетатную ленту. Сверху устанавливаю подставку для торта и переворачиваю конструкцию сверху вниз. Убираю дно формы и извлекаю пищевую пленку. Кето-торт фрезье получился с очень пышным и воздушным суфле. В нем идеально сочетается сливочная основа с миндальным коржом. Клубника освежает, это настоящее удовольствие в каждом кусочке. А учитывая, что в нем нет сахара и муки, он станет настоящей находкой для всех, кто не употребляет углеводы или придерживается кето, либо при отказе от глютена. Он ничем не уступает классическому фрезье, а возможно, даже понравится еще больше. Лично он мне больше понравился. Готовьте со мной полезные и вкусные десерты на канале. Друзья, спасибо за просмотр и увидимся в следующих рецептах. Приятного аппетита!